Что это было? Бомба? Мы стоим в своих апартаментах, но апартаментами это назвать сложно. За окном лишь холодные, бесконечные панели других домов, которые будто зажимают этот город в тиски. Но настоящий кошмар здесь не снаружи, он здесь, внутри этих стен. В комнате человека, который настолько запутался в себе, что готов на все. У себя под дверью мы находим записку, в которой написано, что всем жителям блока 28 нужно эвакуироваться. Странно, что никто даже не постучался и не пробил тревогу. В куче пустых полок мы находим единственную картину кинотеатра, в которой Мэдди любила ходить. Кто такая Мэдди? Кто это мне звонит? На удивление, это Мэдди. Она спрашивает нас, что происходит. Мы интересуемся тем, как у нее дела, но она говорит нам не волноваться. После того, как мы говорим, что придем навестить ее, она очень резко отвечает нам, что нет, не надо, что она в порядке, и просто позвонила спросить, что происходит. Еще раз спрашиваем, все ли у нее в порядке. Она говорит нам не волноваться, но мы все равно хотим прийти. В итоге она соглашается, но предупреждает нас, что мост к блоку 29 закрыт. Но все равно я попробую. И вот мы выходим в тусклый, темный, холодный коридор. Общая картина выглядит, будто мы находимся не в доме, а в какой-то тюрьме. Странно, квартира соседа открыта. Может быть, он еще у себя? Но внутри мы никого не обнаруживаем, только тарелку. Грязную тарелку, которую сосед забыл помыть, собиравшись в спешке куда-то. Скорее всего, его уже давно здесь нету. Надеюсь, с ним все в порядке. Под кроватью лежит записка, написанная соседом Мэдди, в которой он говорит, что защитит ее. Защитит Мэдди от кого? Также в шкафчике находим маленькую фигурку истребителя. Ну ладно, мне кажется, нужно двигаться дальше. А вот эта самая дверь с кодовым замком. Как жаль, что я его не знаю. Интересно, где его найти? Возвращаясь обратно, зайдя за поворот, мы увидим вдали за решеткой какой-то силуэт. Если мы попытаемся к нему подойти, то он пропадет. И мы обнаружим зеркало с запиской. На записке будет написано, что он знает код, но мы должны ему помочь. Пройдя по коридору в странные апартаменты, обнаруживаем на столе разбитое зеркало вместе с запиской, в которой нас просят собрать его особенное зеркало, так как оно упало и разбилось во время взрыва. Ладно, так уж и быть, все-таки выбора у нас нету. В сортире обнаруживаем еще один кусок, но достать его пока что не можем. На зеркале висит странная записка. На правой стороне моей шеи какое-то уродливое пятно. Мои глаза выглядят ужасно. Мне кажется, с моей кожей что-то не так. Эта отвертка была достаточно острой. Я избавился от уродливого пятна. Лежащий кусок плоти в раковине — прямое доказательство. Зачем он это сделал? Я не понимаю, что происходит. Следующая комната выглядит еще хуже. На полу мы видим какие-то кровавые ошметки, даже не разобрать, что это. А на столе лежит записная книжка, в которой написано, что кто-то, так скажем, починил зубы, брови, ногти и свою кожу. И ему еще надо починить свои глаза. Что это может значить? Это дневник того человека, которого мы видели в коридоре. Ладно, нельзя отвлекаться. Надо просто найти остальные куски зеркала. Черт, зачем ему так много зеркал? И два каких-то пьедестала посередине комнаты. Так, теперь нужно найти вентиль. Также по ходу исследования заходим в комнату и натыкаемся на человеческую кожу, которая просто валяется на кровати. Также рядом на окне подбираем ключи, которыми мы сможем открыть 3 шкафа. И в итоге осматриваем все 3 шкафа и находим вентиль. И снова это нечто похожее на человека, преследующее нас. Ну ладно, наверное, нам просто кажется. Наконец-таки мы можем поставить вентиль на место и забрать второй осколок стекла. Услышав странный звук отрубания конечности, мы поднимаемся наверх и... мы видим этого человека, который преследовал нас. Оголенный, красный, с выколотыми глазами, он просто сидит на стуле и трясется. Узнаем то, что он все-таки выколол себе глаза и пишет о том, что боль будет стоить того. Выходит, все записки писал именно он. На полу лежат глаза, мы их подбираем и ставим на пьедестал. Решив небольшую головоломку, мы все-таки получаем последний осколок зеркала. Человек без кожи куда-то исчез. Мы починили стекло и обнаружили, что сзади что-то написано. Я исправил все свои недостатки. Она теперь полюбит меня. Мэдди теперь полюбит меня. Ну что ж, получаем обещанный код. И теперь мы наконец-то можем открыть дверь
И снова звонок от Мэдди. И снова она нам говорит, чтобы мы не приходили. Говорит нам позаботиться лучше о себе. Она говорит, что она в безопасности. Она не знает, что сказать. Ты можешь прийти, но, пожалуйста, пойми меня правильно. Но мы не успеваем сказать, что любим ее, и она сбрасывает трубку. Так, ладно, я не понимаю, что происходит. Надо просто пойти и навестить ее. Мы упали. Мост сломан, и перед нами только летчик без ноги на своем истребителе. Так долго. И что я получил в итоге? Он просит нас принести ему таблетки. И взамен на это он скажет, где блок 29. Когда я был поставлен на защиту блока 29, я был счастлив. Никто не мог стоять между нами. Она была в безопасности со мной. Что все это значит? Почему сосед и пилот пишут про Мэдди? Она нужна мне. Я сделаю все для нее. И вот таблетки на столе. Осталось всего лишь найти пилу, но нам кто-то звонит. И это снова Мэдди. Она говорит нам не приходить, можно сказать, умоляет. Говорит, что позвонила всего лишь из-за бомбы, хотела узнать, как мы. Говорит, что ей не нужно было звонить. Это ее ошибка. И просит оставить ее в покое. Находим пилу, и теперь мы наконец-то можем взять таблетки. И дробовик. Но ты не можешь его использовать, ты же не пилот. Находим комнату с мониторами, и самое странное, что они все ведут в комнату Мэдди. Будто бы кто-то помешан на ней. Настолько, что следит за каждым ее действием. Забираем таблетки. Отдаем пилоту таблетки. Он извиняется и говорит, что не может нам ничем помочь. И он говорит нам оставаться подальше от Мэдди. Да блять, что здесь происходит? Все, я иду к ней. И снова звонок. И снова она нам говорит оставаться подальше от нее. Мол, позвонила она нам только из-за бомбы. Она хотела узнать, в порядке ли мы. Говорит, что даже не знает нас. Мы пугаем ее. Она просит оставаться от нее подальше. Но нам все равно. Мы зашли слишком далеко. Нам нельзя останавливаться. Наконец-то, спустя все это время, спустя все эти череды событий, мы наконец-то приходим к ней. Дверь в комнату Мэдди слегка приоткрыта. Ты не можешь ее видеть, но ты знаешь, что она там. Просишь меня уйти, спустя весь путь, который я проделал ради тебя. Мы говорим, что защитим ее, но она не понимает от чего. Она говорит, что она уже в безопасности благодаря пилоту. Он потерял ногу ради нее. Это так смело. И она снова просит нас уйти. Ты зашел слишком далеко. И мы замечаем пилу. Надпись нам говорит, ты можешь быть смелым тоже. Мэдди полюбит тебя. Ну вот, теперь мы ничем не хуже пилота. И вот мы ползем снова к ее комнате. Потому что теперь мы тоже смелые. Мэдди не понимает, зачем мы сделали это с собой. Она говорит убираться и начинает плакать. Но я не намерен останавливаться. Я докажу, что я тоже смелый. Надпись нам говорит, что ты смотришь на свое лицо, ты выглядишь уставшим. Почему Мэдди не может полюбить тебя? Наверное, из-за твоих глаз. Твои глаза выглядят ни к чему, но ты можешь исправить это, и Мэдди полюбит тебя. Она снова просит нас уйти, но мы будем идеальными. Она не понимает, о чем мы говорим, но мы будем идеальными. Она просит остановиться. Она говорит, что сделает все ради нас. И в итоге она говорит, что любит нас. Так что же хотел сказать нам автор этим кровавым финалом? На первый взгляд, это история о безумном фанатике, но если копнуть глубже, это зеркало для многих из нас. Автор выводит на экстремальный уровень тему созависимости и потери идентичности. Холодный город — это не декорация, это состояние души героя. Он настолько пуст внутри, что единственный способ почувствовать себя живым или нужным — это отражаться в глазах Мэдди. Но ирония в том, что в конце он выкалывает эти самые глаза. Посыл игры просто страшен. Когда ты пытаешься полностью переделать себя под чужие идеалы, когда ты исправляешь свою личность ради чего-то одобрения, ты неизбежно уничтожаешь себя. Мэдди не просила его калечить себя, она лишь бросила случайную фразу, но в голове больного человека это превратилось в приказ. Автор показывает нам, что самая опасная тюрьма — это не бетонная панелька, а желание быть кем-то другим ради любви, которая, скорее всего, никогда и не существовала. В этом городе всегда будет холодно, потому что КГ сжег все человеческое внутри себя, пытаясь сокрыть пустоту. Но наш герой не уникален, поэтому по всему дому разбросаны записки от тех, кто был здесь
близость до него, сосед, военный пилот. Все они пишут об одном и том же. О Мэдди. Степень одержимости доходила до слежки и сталкерства. На это нам намекают те самые мониторы. Игра показывает пилота так, будто он во всем лучше нас, ведь он защищал ее, лишился ноги, а мы даже не можем пользоваться дробовиком, но зато пилот может. Появление человека без кожи — это не просто жуткий скример, это живое предупреждение. Этот бедолага уже прошел путь самоисправления до самого конца. Он буквально содрал с себя все человеческое, чтобы стать достойным ее внимания. Все эти зеркала и его записки намекают нам на его комплексы и попытки стать идеальным. Если он жертва девушки, то почему он не пробовал нас остановить? Тот же военный отказался показывать нам, где находится блок 29. Когда пилот пишет о своей смелости, а сосед о своей связи с ней, мы понимаем, Мэдди — это паразит. Она не кормит их любовью, она кормится их одержимостью. Человек без кожи, который бродит по коридорам, это то, во что превратится наш герой через неделю, если выживет после своих финальных операций. Не могу сказать точно, кто виноват в этой истории. Персонажи, которые, несмотря на все, делали с собой ужасные вещи, не осознавая, как они себя губят. Или Мэдди, которая могла манипулировать и давать ложные надежды с ее неуверенными ответами. А что увидели вы в этом финале? Была ли Мэдди реальной, или это просто последний крик его больного разума? Не теряйте себя. Еще услышимся.